Всем привет! В этом видео я хочу показать билд на Нахиду, оружие, артефакты. И потом я покажу уже свою Нахиду и геймплей за нее. Я оставлю тайм-коды, чтобы было удобней и легче ориентироваться в видео. Так что спасибо за внимание. Начнем с оружия и артефактов. Из 4-звездочных оружий, ну, катализаторов я имею в виду, самым лучшим для ДПС будет Песня Странника. И для поддержки будет самым лучшим церемониальный мемуар. Из 5-звездочных для ДД и саппорт поддержки Нахида будет естественно лучшим оружием ее сигнатурка. И для ДПС Нахиды 5-звездочное оружие будет лучшим истина Кагуры, то есть сигнатурка Яймика. Из фритуплейных лучшим вариантом будет руководство по магии, но только в том случае, если есть возможность прокачать его до R5. Артефакты. Ставим на Нахиду сет воспоминаний дремучего леса, если в команде больше никого нету с этим сетом. И если вдруг у вас уже кто-то есть в команде с этим сетом, то на Нахиду лучше всего поставить полный сет позолоченных снов. И теперь я покажу геймплей за мою Нахиду, мою сборку ее и как я ей урон наношу. Сейчас я покажу свою сборку. У меня вот 1330 сил атаки, это достаточно. Мастерство стихии 420, но под бафами книжки у меня становится почти 1000. Вот мое оружие, Песень Странника. Как я и говорил, тут 3 бафа. Хоть они все разные, но все одинаково хорошие, по сути, для Нахиды. Так, сет артефактов. Вот у меня полный сет Дендра сет, вот этот вот. Единственное, что я никак не могу нормальный кубок выбить Дендра урона, но пока что вот так вот мучаемся, как говорится. Созвездие 0. Таланты вот я еще прокачиваю, но они у меня не прокачаны полностью, потому что скоромуша надо фармить. Вот у меня Ешка прокачана до 9. Жду вот когда до 10 смогу. И затестировать уже дальше урон. Нужны вот 2 штуки вот эти со скоромуша. Так, значит, сейчас я телепортанусь в место, где можно затестить этого робота. Ой, затестить робота, затестить скиллы. Там есть место с халявным роботом, можно так сказать. Так, сейчас. Вот это место. Здесь можно халявно заспавнить робота и на нем потренировать скиллы. Перед этим я расскажу, как работает ульта, потому что Ешка, я думаю, всем понятно. Жмем Ешку, задерживаем и вешаем дот на врага. Если их много и захватываем сразу нескольких врагов вот в Ешку, да, то создается связь, при которой, если мы наносим реакцией одному врагу урон, то всем остальным будет наноситься дот урон в виде дендра урона. Ульта работает таким образом, что в зависимости от того, кто у нас в команде, наносятся дополнительные бафы. Если у нас один пироперс 22-33 повышается урон Ешки, но это 7 уровня ульта, она у меня не докачана до конца. Если 2, то 33,5% больше урона будет носить Ешка. Если в команде Электро один персонаж понижает на 0,37% время восстановления нанесения урона Ешки, дота, так сказать. Периодического урона, если еще по-другому можно сказать. И если 2, то на 0,56 секунд. То есть периодический урон с Ешки будет чаще срабатывать, когда мы наносим урон с помощью реакции. Теперь, если у нас гидра, то продлевает время действия ульты на 5 секунд, и если 2 гидра на 7,52 секунды, почти что на 8 секунд практически.
Тут можно вот поставить 2 пира, кто хочет, то с Ешки будет урон больше. Но я сделал так. Я поставил 2 электро, чтобы Ешка срабатывала почаще. И поставил одного гидроперца, Барбару свою, чтобы дольше удар действовала. Барбару можно спокойно заменить пира перса, например, Беннетом, который тоже будет подхиливать еще и урон бафать. Я поставил Барбару, ну, можно Беннета поставить за место нее. Значит, вот сейчас идем к вот этому Арасата, да, вот этот вот. По сути, разговариваем с любым из них, тут без разницы. Вот, сразимся снова. Сейчас вот будет загрузка, появится робот. Я первым делом включаю Ешку с Райден и Ешку с Барбарой. Потом переключаюсь на Нахиду, вешаю дот, ультую. И теперь можно переключиться на любого другого перса. Из-за того, что мы в ближнем бою, Ешка Барбара будет создавать семена, Электроурон будет запускать семена в воздух, плюс будет наноситься периодический урон с Ешки Нахиды. Можно также самой Нахидой атаковать, но при учете, что есть Ешка Райден в действии. Вот снова активируем. Ешка Райден включена, а потом мы продолжаем наносить урон. Ешка Райден выключилась. Все. Можно еще пойти сходить на Маса, как его там зовут, я не помню. Вот здесь вот в Иназуме. Это вот был робот, сейчас на вот это на другом я чудике покажу. Вот здесь вот. Не помню, как его... Всегда забываю, как его зовут. Вот этот. Он здесь, вот он стоит. Его проще победить, потому что, как я понял, у роботов резисты к элементальному урону. К большинству элементального урона. С этим сейчас быстрее расправимся, сейчас увидите. Сейчас. Сразимся, да, сразимся. Ешка Райден, Ешка Барбара, ульта Нахиды, Ешка Нахиды. Опять ульта. Ульта, как видите, быстро регенится, потому не обязательно ставить в команду 2 гидроперсов, чтобы она дольше действовала. Вот и все. Собственно. Вот у меня под бафом книжки 901 мастерство стихии. Плюс можно поставить второго дендра персонажа в команду, и это будет плюс 50 дендра урона. Плюс если сделать пользоваться реакциями дендра, то будет еще, кажется, на 50 увеличиться. То есть плюс 100 дендра урона. Советую поставить именно ГГ, потому что его пассивка, где-то здесь она вот сейчас. Вот она, кажется. Да, вот его... Нет, не это. Нет, не это, подождите. Где-то здесь, только не помню где. А, вот это, да, она и есть, вот она. Тут, короче, вот этот ульта его лотос каждую секунду повышает мастерство стихии на 6 единиц и складывается до 10, то есть еще плюс 60 мастерства плюс. Халявного. Ну, собственно, на этом все. Большое спасибо за просмотр. Поставьте лайк этому видео. Посмотрите другие видео на моем канале тоже.